Привет, друзья! С вами Макс, и сегодня я бы хотел с вами поговорить. Сегодня у нас будет практика аудирования. Будете слушать русскую речь. О чем? Я хочу вам рассказать о 5 плюсах езды на мотоцикле. Вообще, в чем прикол мотоцикла? В чем плюс езды на мотоцикле? Давайте поговорим. Сейчас мы пойдем купаться. У нас, как всегда, жара. Этот месяц вообще это лето. Эти 1,5 месяца. Сейчас середина июля, поэтому эти 1,5 месяца, они нереально жаркие. Сейчас опять плюс 32 где-то. Но это последняя неделя жары, потому что по прогнозу погоды уже на следующей неделе будет обычная питерская погода, плюс 20, плюс 21. В общем, жара заканчивается. Поэтому последние дни жары. Я уже 2 года катаюсь на мотоцикле или езжу на мотоцикле. Кататься. Вообще, когда мы говорим кататься на чем-то, кататься на велосипеде, кататься на самокате, кататься на мотоцикле, кататься означает ездить для удовольствия, как бы туда-сюда, то есть без особого смысла. Это кататься. А ездить, обычно это более такое функциональное слово. Я еду куда-то. То есть у меня есть какая-то точка, куда я хочу приехать. Так вот, 2 года я езжу на мотоцикле, я катаюсь, и мне в голову пришли вот эти 5 пунктов. Кстати, еще интересный факт, я недавно об этом задумался, что я, оказывается, потомственный мотоциклист. Потомственный. Мой дед, оба моих деда, да, царствие им небесное, они были мотоциклистами. Оба моих деда были мотоциклистами. Мой отец ездил на мотоцикле, и мой брат тоже мотоциклист. Он, наверное, даже прямо сейчас где-нибудь катается там на мотоцикле. Забавно. То есть, действительно, все мои родственники, да, все мои предки, мужчины, были мотоциклистами. Вот с женщинами не знаю. Вроде не помню, чтобы бабушка ездила на мотоцикле. Такого не было. Так вот, в чем прикол? Почему мотоцикл это круто? Первый момент. Мотоцикл экономичнее автомобиля. Если сравнивать автомобиль и мотоцикл, то мотоцикл гораздо экономичнее. Что это значит? Во-первых, запчасти. Запчасти на мотоцикл дешевле, как правило. Запчастей меньше, чем в автомобиле. Да? Автомобиль технически сложнее, чем мотоцикл. Вероятность, что что-то сломается, гораздо выше, если у тебя машина, да, а не мотоцикл. И бензин. Мотоцикл ест или потребляет 3 литра бензина на 100 километров. Машина 8-12 литров бензина на 100 километров. Так, я опять пришел к этому опасному участку на дороге. Мне нужно сейчас перейти дорогу, поэтому я пока отключаюсь. Иногда здесь можно прождать, минут 10. Здесь нет пешеходного перехода, поэтому приходится просто перебегать дорогу. И видите, ничего не видно. И вот такой бесконечный поток машин. Поэтому, черт побери, это опасно. Оп, так, там никого. Бежим! Ура! Фух, я перебежал дорогу. Все нормально, я живой. Да уж. Итак, второй момент, второй плюс мотоцикла. Мотоцикл – это как внедорожник. Мотоцикл – это внедорожник на 2 колесах. Ты можешь проехать
абсолютно везде или практически везде, потому что у тебя два колеса, у тебя достаточно большой клиренс, да, и ты можешь ехать по лесу, по тропинкам, по дорожкам. Я часто езжу на разные фестивали, которые проходят здесь в лесах. Я каждый раз езжу на мотоцикле, потому что это гораздо удобнее поехать на мотоцикле. То есть проходимость, да, второй плюс – проходимость. Третье – отсутствие пробок. Сейчас из-за жары, из-за коронавируса сюда, в Ленинградскую область, к озерам приезжает огромное количество людей. Ну, вы видели, сколько машин, да, на трассе. Огромное количество машин. Поэтому, если ты едешь в город или из города на автомобиле, то ты можешь встать в пробку. И ты можешь стоять в пробке 40 минут. А можешь и час, а можешь и 1,5 часа. Хотя здесь ехать всего 40 минут. То есть ты 40 минут едешь, и еще час ты стоишь в пробке. Конечно, это не прикольно. Поэтому мотоцикл в этом плане гораздо удобнее и проще, что ты не стоишь в пробках, ты можешь объехать пробку, да, это классно. Четвертый момент – это кайф от вождения. Когда твои волосы развиваются на ветру, вообще нет, ты ездишь в шлеме. Да, волосы не развиваются, ты ездишь в шлеме. Но все равно этот кайф, когда ты на мотоцикле, это совсем другое, нежели... Он крикнул «блогер», вот так люди реагируют на камеру. И, значит, ты едешь в шлеме, да, то есть, но все равно ты чувствуешь это ощущение полета, когда ты как будто летишь. Это совершенно другое ощущение. Это не похоже на то... Это не похоже на велосипед, это не похоже на автомобиль. Это какое-то определенное такое ощущение. Очень-очень крутое. Мне очень нравится. Да, кстати, меня многие спрашивали: Макс, у тебя арафатка, ты поддерживаешь Палестину или ты поддерживаешь Израиль? Ребят, это просто арафатка, просто жарко, я ношу арафатку. А когда я сейчас искупаюсь, то я потом буду использовать эту арафатку как полотенце. Поэтому это не поддержка Палестины или Израиля. Я надеюсь, что Палестина и Израиль сами разберутся в своем конфликте. Поэтому, друзья, нет. Просто арафатка. Следующий момент, 5. И это... Так, Юли нет. Это успех у девчонок. Да, девчонки любят мотоциклистов. Нет, ну если серьезно, то кроме успеха у девчонок, просто мотоцикл привлекает внимание. Ну, всегда. И если вы человек, который любит внимание, то вам это понравится. Что на вас смотрят, к вам подходят люди, они спрашивают вас о чем-то. Меня очень часто спрашивают: о, что это за мотоцикл такой у тебя? Или а сколько он у тебя жрет? Да, сколько он у тебя жрет бензина? Или а сколько кубиков у тебя? Сколько кубических сантиметров двигатель? Да? Вот такие вопросы постоянно возникают. Ну и в принципе, когда какая-то компания на фесте в лесу или еще где-то, и ты приезжаешь туда на мотике или на мотоке, да, на мотоцикле, то, конечно, это привлекает больше внимания. Поэтому, если вам нравится привлекать внимание, то этот транспорт однозначно для вас. Вот я и дошел до места, где я буду купаться. Вот оно, озеро. Его видно отсюда, с холма. Но у мотоцикла есть еще и минусы, друзья. Конечно, безусловно. И первый, самый главный минус – это безопасность. Да, безопасность. Мотоцикл – очень опасный вид транспорта. К сожалению, тут ничего не сделаешь. Да, нужно использовать защиту, шлем и так далее, но это все равно не даст тебе
как бы стопроцентной гарантии, что ничего не случится. Все равно это достаточно опасный вид транспорта. Второй минус – это ограниченность сезона. И это зависит от страны. В России мотосезон, есть разные регионы в России, но в моем регионе сезон, может быть, 4 месяца. Не знаю, максимум 5, но мне кажется, 4 месяца. 4 месяца, может быть, даже иногда 3-4 месяца. Наверное, вот это комфортный сезон. Да, есть люди, которые катаются даже зимой, но вообще комфортный сезон – это 3-4 месяца в России, вот в моем регионе. Ну и последнее, третий минус – это условия, зависимость от погодных условий. То есть, если погода как сейчас, дождя не было уже, не знаю, месяц, наверное, или был очень маленький дождь. Как, в Африке живем. Но обычно погода гораздо хуже. И поэтому, если дождь, то ты, скорее всего, не поедешь на мотоцикле. А дождей здесь много. Дожди здесь идут часто, поэтому это проблема. Вот, этим я хотел с вами поделиться, друзья. Напишите мне в комментариях, пробовали ли вы когда-нибудь кататься на мотоцикле. Если пробовали, какие у вас ощущения? Что вы думаете об этом виде транспорта? Нравится вам или не нравится? Какие плюсы, какие минусы? Что-то, может быть, я упустил. Ну а я пойду дальше в горку. И вот там уже будет пляж. Я искупаюсь и пойду домой монтировать видео. До встречи. Пока-пока.